Приветствую на канале, я Кузнецов Роман, социолог. Сегодня мы с вами рассмотрим одну социальную утопию. Этого не должно быть, просто потому что никакое государство не позволит этого сделать. В мире существует огромное количество людей, которые живут на непризнанных другими странами их обособленности. Они считают себя независимыми, а основное государство считает, что нет, это сателлит материнского государства, условно. И, как правило, на таких территориях выстраиваются очень сложные отношения. Ввиду того, что они не признаны государством, им сложнее снимать деньги, получать какое-то образование, проводить операции с недвижимостью, и так далее. Есть целый набор ограничений. И все отношения выстраиваются так, чтобы вот эти непризнанные республики стали признанными либо международным сообществом, либо ООН, либо в какой-то форме произошло признание, чтобы они тоже стали государством. И проходит десятилетия, чтобы прийти к этой долгожданной точке, стать из недогосударства, стать государством. Итак, идея? Да, а идея в том, чтобы пойти как программисты. Посмотреть, взять код старый, посмотреть, что здесь есть интересного, что интересного есть в этой программе, и самое лучшее сделать на совершенно новом движке. То есть непризнанным государством, мы их назвали так условно открытые территории. Открытым территориям не нужно все перенимать из того, что есть в государствах, тех социальных институтах, которые есть в государствах, а нужно взять самое лучшее и оставить государству все устаревшее, архаичное и так далее. И можно выработать такой принцип, что открытые территории не будут общаться с государствами. То есть открытые территории не признают государство как сторону переговоров, а они могут общаться только с союзами, общественными организациями и другими более мягкими сообществами. Послушай, они же не могут изолироваться все-таки большей части планеты. Как они тогда будут выстраивать свои торгово-промышленные, какие-то торгово-экономические отношения с признанными государствами? Через союзы. То есть это вполне... скажем так, мы сейчас вот такие нюансы не будем уходить, мы просто рассуждаем об идее, и является она привлекательной или нет, и что можно сделать, исходя из этой идеи. Хорошо, а что тогда, от чего ты считаешь, они могли бы избавиться? Если серьезно посмотреть, скажем так, философски, поверхностно посмотреть, о чем его можно избавиться. Первое дело – это тюрьма. Например, зачем сейчас тюрьма? Мне кажется, и глава ФСИНа точно не скажет. Все-таки тюрьма наказывает человека, либо она исправляет его. А если она наказывает, возможно, есть формы другого наказания. Или если исправляет... Интернет отключить, да? Да, представляете, это все, да. С детьми полностью оставить с маленькими на неделю. Вот тюрьмы. Возвращайся как можно быстрее! Жаль, что мы назначили такой выкуп. Надо бы не больше 1000. Пошел! И не обязательно нам идти по этой колее, скажем так, тюремных отношений. Для того, чтобы наказывать каких-то граждан общества. И тогда, допустим, если мы берем тюрьму, дальше рассматриваем, в Европе очень хорошо работают права человека. В Норвегии, например, Брейвик, который расстрелял 100 детей, такого плана, он сидит и играет в PlayStation в тюрьме. Тогда вопрос, все-таки, ребят, мы либо за права человека, либо мы все-таки за наказание, и это должно быть наказание. И здесь, также соблюдаются права человека, соблюдаются процедуры, и так далее. И если человек невменяемый, то его нельзя наказывать тюрьмой, нужно его лечить. Очень много нюансов, и в принципе никто их не пересматривает, потому что это настолько все уже забюрократизировано, там очень много различных, миллионы сформировалось практик отношений с тюрьмой, изоляции и так далее, что глобально никто не готов это пересмотреть. Хорошо, тюрьма. Дальше еще. Дальше. Представительские органы власти. Мы делали видеоролики по тем качествам, которые должен обладать депутат. Мы выделили 2 основных качества. Это системное какое-то взаимодействие, он должен давать законы, и работать с населением. По большому счету, если мы посмотрим, что такое парламент изначально, как это изначально складывалось, то придем к выводу, что парламент был представительской властью.
То есть, условно, люди из Владивостока, так как добираться до Санкт-Петербурга 3 месяца, отправляли человека, которому доверяли, он ехал в Санкт-Петербург и представлял интересы вот той части, тогда еще не был Владивосток, но не суть, и он представлял интересы той территории в столичном городе. Сейчас вот эта функция, она не нужна, потому что скорость информации и скорость перемещения достигли такого уровня, что, в принципе, представительская власть – это элементы уважения к прошлому. Традиции такие. Да, традиции, потому что даже вот те вопросы, ну, допустим, мы обсуждали недавно, в прошлом году, в Госдуме закон об электронном голосовании в Москве. Законодательство обсуждено. Это и нужно там вводить блокчейн, как будет работать блокчейн. Это настолько узкотехнологичный и технический вопрос, что, я думаю, ни один депутат не разбирается экспертно в теме, чтобы существенно делать замечания именно по самой технологии. Там законодательно, да, но по технологии. И в этом смысле, там, допустим, парламенты можно заменить экспертными институтами. То есть профильными службами, которые дают свое заключение. И сейчас, если вы посмотрите даже в России, те законодательные акты, которые принимаются, они проходят экспертизу профильными службами. А парламент уже просто там поднимает руку и голосует за то, что уже есть виза там, правительства, Министерства финансов, Министерства юстиции и так далее. То есть у нас уже в большинстве случаев парламент тоже является такой традиционной, фиктивной функцией во многом. Вот. Дальше. Вообще, ну, вот такие нюансы. И можно пересмотреть все, понимаете? Вот даже экономические отношения сейчас все завязано на рубли. А уже технологически появились биткоины. Это совершенно новая валюта, но она не менее интереснее. И открытые территории вообще могут перейти на биткоины. То есть задача же состоит в том, чтобы организовать привлекательное для жизни поселение. И его правила должны быть привлекательными, притягательными. Тогда вот эта категория пассионарных людей, творческих, которым интересна работа, они будут перемещаться вот в эти открытые территории. И это будет уже не как такое угнетенное пространство, а это будет, наоборот, перспективное пространство. Но, например, если взять пример Сингапура, в свое время от него все отказались. И Англия сказала, ну, он нам не нужен, он экономически не оправдан. И тогда вот в Сингапуре приняли решение, что мы выстроим где-то жесткие законы, а где-то мы найдем свою финансовую нишу. И в итоге там за 30-40 лет они стали первыми в мире, можно сказать, вот по этим экономическим отношениям. И там сейчас мы ездим к ним учиться, как это делать. Ну смотри, уже была одна утопия, которую пытались воплотить в жизнь, это коммунизм. В итоге она закончилась чем? То же самое хотели сделать новый вид государственного устройства. Да, скажем так, это утопия. Завтра я не собираюсь делать открытые территории. Если говорить про коммунизм, это и осталось жить, но пока она не реализована на практике. Вот. Но давайте так, но были же попытки. Вот в этом смысле русское общество отличается немножко от других, что мы можем экспериментировать над самих себя, над самим собой, можно так сказать. То есть был Ленин и была группа людей, которая свято верила, что можно жить без денег, можно жить без частной собственности, можно выстроить отношения без угнетаемых и угнетенных, и угнетающих. И они же это создавали. Да, это не получилось, но они в итоге перестроили общество. Там, в Советском Союзе, да, это было на кровище, на огромном надрыве, но 8-часовой рабочий день кто придумал? Это первое в мире мы сделали. И то есть мы ввели много практик, которые тогда тому капиталистическому обществу, а в основном английскому, да, были неведомы. Мы же это создали. Это я не знаю, это не значит, что я говорю, что вот сейчас давайте создавать открытые территории, это будет замечательно. Просто как утопия, она, в принципе, ее можно рассматривать. То есть сделать новый код для социального института государства, а не дорабатывать, апгрейдить старые формы отношений. Единственное, чего нет в открытых территориях, это мощная армия. То есть государство – это достаточно жесткая система. Ее основная функция – это безопасность и защита населения от внешних врагов. И эта жесткая система вот этих отношений, дипломатии, потом идет война там, и так далее, она выстраивалась столетиями. В открытых территориях, если мы говорим про принципы гуманизма, там не
нельзя будет создать такую жесткую армию. Ну, будут какие-то частные военные компании, но они там, условно, нефтяные вышки охранять только смогут помочь. И в этом смысле должно быть государство, которое будет защищать их. Открытые территории. А ты не думаешь, не думал о том, что даже если они вот на открытых территориях создастся все с нуля, все немножко по-другому, все утопичное, все архаичное уберется, то, что сейчас присуще классическим, так скажем, государствам, но в итоге через какое-то время они все равно придут к тем же формам государственного устройства, может быть, немножко без тюрем, как ты говоришь, без там парламента, но все равно у них все опять сведется к классическому законодательству. Вполне возможно. Да, вполне возможно, что вот была попытка, но потом все это пришло, начали опять включать вот эти все механизмы естественное государство. Вполне возможно. Но почему не пересмотреть? Хотел бы ты пожить на такой открытой территории сам? Здесь же вопрос позиционирования. Если открытая территория себя позиционирует таким образом, что это вызов, мы против, какие-то делают такие выстрелы информационные, да, позиционируют себя как привлекательная территория, например, как Силиконовая долина. Ну, посмотри, сейчас, например, предприниматель, да, Анастасия, по-моему, ее зовут, Атулова, да, она сейчас создает поселок предпринимателей, они там будут жить только предприниматели, которые как бы такой достаточно, не узкий круг, но люди, по крайней мере, которые знают ее знакомых, в общем, которые между собой друг друга знают, у них будут там свои порядки, свои правила, территория будет закрытая, часть территории, где они будут жить. Вот насколько, как ты считаешь, это тоже такое маленькое, не государство в государстве, но такая тоже своя территория с своими порядками, она имеет будущее. Сейчас в России много создается различных поселений, в том числе по разным признакам. Трезвые люди собираются, уходят, создают свои поселения, предприниматели. В принципе, мне кажется, это будет перспективно. Но на определенный, по крайней мере, промежуток времени, потому что сейчас нет крупных производств, где нужна огромная рабочая сила. Соответственно, люди стали более независимы, и они могут выбирать, как им обустроить свой быт. Другое дело, что не всем это понравится, кто-то переедет обратно в город. Но, в принципе, такие территории, они возникать будут и дальше, мне так кажется, потому что дифференциация растет, возможностей больше появляется, и люди будут таким образом самоорганизовываться. Отвечая на ваш предыдущий вопрос, интересно бы не было посетить открытую территорию. Пожить, не посетить. Посетить-то интересно всем, наверное. Да, посетить, да, как и другая страна. Но если не интересно пожить в другой стране, то да. А связывать свое будущее... С утопией? Сам живешь в утопии, да? Да, поэтому посетите, конечно, интересно будет. Но здесь еще два важных момента. Один момент, мы снимаем с непризнанных государств вот этот гнет того, что они не до государства, отсюда у них много ограничений прав граждан их. И мы объединяем их в союз открытых территорий. И тогда получается, что есть параллельная вселенная в виде государств. Есть они, их тоже 120. Да, государство 90, но их 120. И то есть здесь больше психологическое состояние граждан, которые там живут в этих условиях, если это, конечно, все прорабатывать в рамках этой утопии и так далее, оно будет просто другое, немножко позитивное. Вот. И главное, что они не могут сделать, как я уже говорил, это с безопасностью. Соответственно, должно быть государство, которое может гарантировать им безопасность на основании статьи ООН о том, что любой народ имеет право на самоопределение. В Англии, вот недавно наш гражданин стал лордом сибирским. Ему дала титул Королева Елизавета II. Королева Елизавета II дала титул лорд сибирский, да? То тогда у нас может появиться русский царь, покровитель открытых территорий. Царь, очень приятно. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал, здесь интересно.